Как вы думаете, что нужно, чтобы занимать топовые места на чемпионатах по доте? Сейчас я вам расскажу шокирующую правду об организации Valve. Вам никогда не казалось странным, что каждый четный International выигрывают китайцы? Почему чемпионы мажора OG не могут войти в топ на Интернешнале? Откуда взялись в топ-2 андердоги CDK Digital Chess? Почему International выигрывает команда, которая берет Тичиса и Пуджа? Ответ прост: Valve пишут сценарий для своих турниров. И сейчас я вам это докажу. Начнем по порядку. Еще на третьем Интернешнале я заметил очень странного актера. Вот смотрите, это его реакция, когда он попал хуком. Вот, стан по двоим, Дэнди, вытянул Хао! Хао убили! Там стан по кроке, Хао убили, А вот это его реакция, когда он хукнул под фонтан гирокоптера с Аегисом. Еще и гонят нами, и Дэнди догнали, и сжигают Пупея, чтобы не выхилял. Форстав, Пупей. О, Хао полетел с Аегисом. А теперь остальные бежать. Хао полетел 2 раза, надо убить. Надо убить 2 раза, Дэнди зачем? А второй раз как будешь убивать? Да хуй его знает, Виталий. И сюда уже летит Никс. Второй раз надо. ВКБ есть. Хорошо. А Хао даже не прожимает. Напоминаю, что этот баг нашли после первого Интернешнала, и спустя 2 года Нави выигрывают с помощью него карту. Совпадение? Вот еще очень странный момент. Это стандартные клики от Дэнди. А это Дэнди кликает, находясь во сне Наги. По-моему, он очень сильно переигрывает свою роль. После этих подозрений я зашел на Кинопоиск, и как вы думаете, кого я там нашел? Опять совпадение? Также я там нашел актера, который якобы сломал руку и не смог принять участие на Интернешнале. Но вернемся к Дэнди. Финал 3-го Интернешнала, 5-я карта, Dream Coil на 1 000 000. А теперь посмотрим на этот момент в замедленном действии. В самую последнюю миллисекунду мышка Данила двигается чуть в сторону. Из-за этого он нажал Т не на бараке, а на трон, и оно длилось целых 5 секунд. А С4 сбивает ТП на последней миллисекунде. Я вбил в гугле «Оскар», лучший сценарий 2013 года, угадайте, что мне выдало. Я пообщался с профессиональным комментатором на эту тему. Привет, Версута, расскажи поподробнее об Интернешнале. На Интернешнале всем раздавали листочки со сценарием. Это можно было заметить потому, как все ходят с этими самыми листочками и зубрят этот самый сценарий. Мне подобная история, конечно же, не понравилась, потому что Dota все-таки как бы оно шоу, но это не рестлинг. И, конечно же, хотелось бы, чтобы сценарий не был прописан. Я Valve сразу об этом заявил, на что получил довольно серьезный выговор. И после этого меня вовсе перестали приглашать на какие-либо ивенты от Valve. Ну а я решил записать видео с разоблачением. Вот отрывок из этого видео. Abyssal. Посмотрите, Линкен сбит. Линкен сбит. Abyssal есть. Abyssal не юзается. Вопрос, почему? Вопрос. Вам мало доказательств? Ехаслем на 6 миллионов. Китайский игрок написал в чат своим соперникам секретный символ, который означал «Мы на Рошане». Valve настолько обленились, что решили скопировать свой сценарий. Посмотрите на это. Они просто встали АФК. Найдите 5 отличий. Вот еще несколько фактов.
Очень хочу комментариев по всем 3 картам. Ну, первая, понятно, была безупречная, было идеально, и все это сказали, и все отметили, что прям как по шикарному разыгранному сценарию. А вы видели русскую студию «Аналитики»? Я лучше. Это же самые бездарные актеры во вселенной. Вот, послушайте. Замечательная игра. Ярослав, что ты думаешь об этой игре? Ну, конечно, сразу было видно, что у Нави мало шансов на победу, их очень сильно перепикали, противник выбрал стратегию сплит-пуша, приблизительно так же я в свое время выиграл финал диффенса, ну, вот. Серега, а ты что думаешь об игре? Согласен с Яриком. Вот как думаешь, что не хватило Нави для победы? Ну, по моему мнению, конечно, Нави не хватило сплоченности, не хватило, так сказать, командной синергии. Вот не то, что у нас в КБУ. Смайл, а ты как считаешь, чего не хватило Нави? Сложно не согласиться с Ярославом. Какая, по вашему мнению, была ключевая ошибка? Ярик, что скажешь? Ну, а что же ты меня все время спрашиваешь, Иван? Давай лучше спросим нашего Мишу-аналитика. Ну ладно, шучу. Ну а если серьезно, то мне кажется, что Нави, конечно, не смотрели выпуски полной контры, моих фишек, кстати, ссылочка в описании, и не использовали потенциал своих героев полностью. Вот я так считаю. Серега, а ты как думаешь, в чем заключалась главная ошибка? Ну, Ярик, конечно, с языка прям снял. Спасибо аналитикам, а у нас подходит 2-я карта. Передаем слово нашим комментаторам Вилату и Фиверу. Ребята, вы в эфире. Спасибо большое, Иван. Ну что, Нави первую карту опять проиграли. Фивер, как ты думаешь, получится ли у Нави отыграться на 2-й карте? Ну что, команды готовы? Пики пошли. Первая стадия банов. Сложно, конечно, сказать, кого команды у нас сейчас будут банить. Мета еще не устоялась, еще не были выявлены вот эти вот сигнатурные герои, которые самые противные, от которых сразу вот хочется избавиться. Но, надеюсь, Нави готовы, знают, что надо делать. Будем надеяться, что наши ребята на пику сделают ставку на Денди. Я также пообщался с победителем первого интернешнала. Привет, Лайтовховен. Как ты относишься к сценариям от Valve? Положительно, потому что на турнире мы используем все возможности, усиляющие нас для более активной и сильной игры. И мы используем все доступные средства и проверенные. О каких доступных средствах идет речь? Valve дают победителям какие-то читы? В первую очередь у нас время как будто замедляется, то есть у тебя появляется в 2 раза больше времени для мышления. Теперь, когда вы знаете правду, не забудьте максимально распространить ее. Пусть все узнают, как Valve обманывают обычных зрителей. А также не забудьте задонатить в фонд борьбы с анскиллами. Реквизиты в описании.